Давайте теперь посмотрим примеры реальных товаров. Итак, вот это скриншот с Amazon аккаунта, как это видит обычный покупатель, да. То есть здесь мы видим Bob's Red Mill Organic Spelt Flour. Это что-то похоже на муку. Здесь есть 3 вариации, вот внизу, как вы видите, да. Давайте я вам покажу. Вот здесь вот видите, 1, 2, 3 вариации тут есть. Он получил Amazon's Choice, присваивается топ-продажам по определенному ключевому слову. Вот, допустим, здесь Baking Flours and Mazes, да, и Bob's Mill. По вот этому ключевому слову имеет вот этот листинг Amazon's Choice. Вот его фотография. Давайте дальше. И теперь давайте посмотрим на статистику этого товара. Итак, здесь мы видим сверху, что он продает примерно 46 штучек в месяц. И видим конкурентов, да. Вот эти серенькие, это те в основном магазины, которые продают по FBM. То есть они не пользуются услугами Амазона в плане исполнения обязательств, в плане фулфилмента. То есть они используют Amazon просто только как площадку. Соответственно, они не платят половину комиссии Амазона за доставку и обработку заказа. Но у них есть обязательство, если они получат заказ таким образом через Amazon, они должны будут самостоятельно обработать. И там есть тоже свои сроки, свои KPI, этот заказ. Поэтому мы пока не берем их во внимание, потому что мы в основном торгуем через FBA. То есть мы торгуем через Amazon и используем Amazon как fulfillment. То есть Amazon исполняет обязательства за нас. Поэтому здесь вот есть 46 продаж и вот условно конкуренты. И вот, допустим, смотрите, здесь 18,9, потом следующая цена 19,27, следующая 21. То есть не все конкурируют за минимальную цену, вот если обратить внимание. Также мы здесь видим количество отзывов, вот 4, 5, здесь вообще отзывов нету, новичок, да, 34 и так далее. То есть видно, что это такой арбитражный стандартный товар, куда заходят новички, и в принципе здесь неплохая маржа, ROI 50%. Давайте посчитаем, сколько здесь продавцов. Ну я бы взял 1, 2, 3, 4. Я бы взял, наверное, 5 продавцов, то есть 4 основных посчитал бы. Почему? Потому что пока мы закажем, купим, отправим товар, скорее всего 46 единиц продается в месяц, в 2 недели продается 23 единицы. Скорее всего вот эти все продавцы, они уже распродадутся. Но я делаю предположение, что эти продавцы распродадутся и придет кто-то другой. И я добавляю там 3 продавца, как будто бы они все равно есть. Потому что считать я люблю консервативно. Если выйдет лучше, то круто, если выйдет хуже, то как бы мы заранее уже это предупредили. Да? Поэтому берем 3 продавца, вот это вот можно даже в принципе не считать, потому что он, видите, по цене не конкурирует. Он поставил цену $29 и ждет своих продаж. Скорее всего, когда вот эти продавцы распродадутся, если никого не будет, он начнет продавать уже по большей цене. Смотрите, здесь ROI 180%, это вообще почти в 2 раза, да. Вот, поэтому давайте все-таки его возьмем. 4 продавца мы берем, плюс мы 5, 45 делим на 5, 9 штучек можно закупать на месяц этого товара. Я бы даже закупил больше, потому что у него хорошие показатели. ROI здесь по минимальной цене 49%, с продажи каждой единицы мы получаем $3. Закуп у этого товара $6.38. Итак, давайте сейчас посчитаем декомпозицию продаж. Мы возьмем розничную цену 19,27, себестоимость закуп 6,38, комиссия 9,31, чистая прибыль 3,58 с одной единицы. Если мы продадим 20 единиц за один круг, условно, да, то мы получим $71 только с этого товара. Следующий товар это у нас игра. Amnesia называется, какой-то Later and Crowd Nintendo Switch. Стоимость здесь уже поинтереснее. Цена $49. Видно, что у этого товара высокий рейтинг, 46 рейтингов и 4,5, да. То есть в целом это качественный товар. Давайте теперь посмотрим на статистику Amazon. Продажи 41. И здесь та же самая картина. 1, 2, 3 конкурента, но они всего лишь по одной штучке имеют. Поэтому здесь, я думаю, можно закупать как можно больше. Здесь, в принципе, если мы можем купить 40 штук, лучше все сразу 40 штук я бы закупил. ROI 46%, и с каждой проданной единицы мы получаем $11. Закуп у этого товара $24.99, $25. Давайте посмотрим теперь на декомпозицию. Стоимость розничная, себестоимость 24, комиссия Amazon 12 и чистая прибыль с одного товара $12.62.
Если мы продадим 20 штучек этого товара, получим $250. Если продадим 40 штучек, то у нас уже будет $500 прибыли от продажи этого товара. Итак, следующий товар — это такая подстилка для раскатки теста, насколько я понимаю, Pastry Board. Стоит $38.59. Вот это, кстати, показатель из Jungle Scout. Здесь мы видим, что этот товар продает на 2500 ежемесячно, продажи 64, по Boybot Pro продажи 21. Ну, возьмем среднюю, да, 40 продаж. Вот, 40 продаж возьмем среднюю. Здесь 3 конкурента. В принципе, по объему стока и количества товара у них здесь достаточно, да, 87, 12 и 19. Не так, что это там они по одной-две штучки. Здесь цена закупа $16. Здесь уже это не арбитражный товар, а wholesale, да, здесь мы берем по прайсу. Так, давайте посмотрим теперь на показатели. ROI 20%, в принципе по критериям он проходит. $3.38 профита мы получаем с этого товара. Так, давайте дальше посмотрим. Здесь у нас кожаная сумка, бренд POC называется, стоимость $57. Здесь есть 3 вариации, черный, белый и вот здесь вот цвет Saddle называется. Сколько же он продает? 10 штучек продажи тут есть и 2 конкурента. Можно зайти сюда третьим. Посмотрим, сколько стоит этот же товар у поставщика или в другом магазине. То есть закуп у нас $19, а продажи 57, почти в 3 раза. Помните, когда мы рассчитывали нашу модель, то мы считали максимум x2, да, то есть здесь получается почти x3. То есть мы закупаем за 19, продаем за 57. Поэтому те показатели, которые мы посчитали, они даже, можно сказать, скромные. Здесь ROI 105%. Это очень крутой показатель. И с одной продажи мы имеем $21. Здесь единственный минус в этом листинге, то что в целом продажи небольшие, всего лишь 10 единиц. Но для этого не обязательно закупать много, да, можно взять 4 единицы и спокойно сидеть там в течение месяца и их продавать. Зато профит с каждой продажи у нас будет высокий. Следующий товар — это Atlantic, такой моторчик специальный для прудика, да, на заднем дворике вашего будущего дома. Вот поэтому цена $128. Здесь уже цена интереснее. Давайте посмотрим на продажи. Продажи примерно 20-30 единиц. По конкурентам у них количество не такое уж большое. $3800 продает этот листинг. Теперь давайте на закупочную цену посмотрим. Закупочная цена у нас $80. При такой цене у нас показатель ROI 25% и тоже профит $20 с каждой проданной единицы. Помните, я рассказывал про свечи индустриальные? Вот это как раз таки один из них. Смотрите, они продают $117 тысяч в месяц. 360 единиц в месяц продается вот этот свич. И показатели ROI 45% или $13 чистыми. Какие показатели? Давайте разберем. Продажи 390 единиц. В целом в день продается по 13 единиц. Оборот в месяц, оборот в месяц $17 тысяч. Цена продажи 57 и себестоимость $27 всего. Очень крутой такой листинг, неплохой, я бы сказал. Да, вот это вот тоже закупка с прайс-листа идет. Цену я вам показал. И давайте посмотрим по декомпозиции продаж, да. $54 это у нас розничная цена, себестоимость 27, комиссия 11, чистая прибыль с одной единицы 16,55. Если мы продадим 100 единиц такого товара, то уже будем делать 1655 валовой прибыли в месяц. Итак, давайте следующий товар посмотрим. Это вот такие кроссовки Columbia. Здесь очень много вариаций, однако продаж здесь, обратите внимание, 1292 штуки ежемесячно продается вот этих ботинок, да. Конкуренты есть, продавцы другие, но у них остатков не так уж много. Поэтому я бы закупил этого товара как можно больше. Потому что даже купив там 100-200 единиц, их легко можно продать в течение месяца. Здесь очень важно в таких вещах смотреть именно на размер. Да, вот здесь вот мы видим, что это размер 9,5 wide. Вот здесь тоже мы видим 9,5 wide. Цена закупа $39. И если посмотреть на показатели, то у нас выходит ROI 88%, профит $35.
долларов с каждой проданной пары. Если сделать декомпозицию, 86 долларов цена розничная, 39 себестоимость, 29 комиссия, 22 доллара 92,4 цента с одной единицы. Если 100 таких единиц продать, 2300 долларов мы заработаем. Вот таких товаров на самом деле очень много. В Амазоне я сейчас просто вам показал несколько примеров с разных категорий, с разными диапазонами цен, с разными уровнями продаж, как есть и в реальности, да. Вот есть товары, которые продают десятки, есть товары, которые продают сотнями, и вот этот товар Голи, у него очень большие продажи. Мы в какой-то год их продавали. Смотрите, здесь продаж 47 600 единиц в месяц. То есть в день продается этих товаров на 1587. Это такой бат, да, такая жвачка, такая конфетка. Оборот в месяц составляет 911 тысяч долларов. Только одна карточка товара генерирует почти 1 миллион долларов в продажах. Вот, и таких карточек на самом деле очень много. Здесь я просто хочу вам показать объем рынка. Посмотрели, да, количество. Теперь давайте пройдем дальше. Какова же оптовая цена у этого поставщика? Этот товар, он идет больше по модели опт, то есть мы закупаем у поставщика 517 долларов за 48 штучек, закуп одной единицы 10,77. Если сделать декомпозицию, стоимость розничная 18,97, 10,77 стоимость у нас себестоимость, комиссия 6,62. Чистая прибыль здесь небольшая, 1 доллар 57 центов с одной единицы. Чистая прибыль небольшая, но здесь очень большой оборот. То есть здесь, например, если вы продается 47 тысяч единиц, да, если продать хотя бы 10% от этого, то есть 4800, то вы уже будете зарабатывать 7600 валовой прибыли только с одного этого листинга. Ну и соответственно посчитайте, да, 4800 единиц умножьте на закуп и получите свой закуп. Ну это примерно вот такой товар на опте, да, на холсейле. А в целом они продают 48 тысяч единиц и в месяц делают 76 тысяч долларов валовой прибыли с одной карточки товара. В целом я хотел этими примерами вам показать, что на самом деле товаров на Амазоне очень много. Все, что мы сегодня проговорили, это, наверное, даже не, вообще как капля в море. Маржа достаточная для генерации прибыли, и можно на самом деле начинать новичкам и вкладывать, что мы до этого тоже проговаривали, можно потоварно. И перед тем, как вкладывать, вот как сейчас мы просмотрели анализ, дадим вам уроки, в целом, да, вы и просто вот используя вот этот практику, можете уже примерно для себя понять, в какие товары стоит заходить. На Амазоне можно начать с этого, и дальше можно развивать свой бизнес в долгосрок. Например, перейти на модель wholesale, да, или на модель private label, или просто остаться на онлайн-арбитраже, крутить определенную сумму, зарабатывать там по 2000 долларов и вообще не париться, да. Основной модуль урока мы закончили, и я хотел бы попросить вас скинуть ваши инсайты, что вы получили, какую информацию новую, было ли для вас интересно, потому что мы очень старались сделать, работали над этим, готовили презентации, отбирали товары, да. В целом, насколько вам было полезно, что вы узнали нового, или просто ваши впечатления от этого практикума. Если вы напишите, для вас это небольшие несколько действий пальцами, да, на телефоне, вот, но для нас это было бы, для меня лично, это было бы очень приятно. Вот наш Instagram, Seller Profits Club. Если вы смотрите с компьютера, можете прям QR-код скопировать или навести камеру и открыть наш Instagram. Скорее всего, мы сделаем пост про онлайн-арбитраж. Будет такой пост, где вы сможете поделиться своими инсайдами, своими впечатлениями об этом практикуме. Можете там в комментариях написать вашу обратную связь. Я лично все читаю, поэтому мне было бы очень приятно почитать о вашем мнении. На следующем, последнем, завершающем уроке ты узнаешь, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на Amazon уже через месяц или 4 недели. Ну и по традиции под этим видео есть задание с вопросами. Нужно написать ответы на эти вопросы в наш чат. Задание проверяю лично. И после проверки этого задания мы дадим вам доступ на 4-й финальный урок, который выдадим сразу после принятия вашего задания. Поэтому можете проходить ниже по странице, писать нам ответы и отправлять в чат-бот. До встречи!